Всем привет, я Ксения Мельникова, журналист-международник. Друзья, сегодня большие события происходят в Турции. В Стамбуле задержали одного из главных оппозиционеров, мэра города Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции, взятках, махинациях, пособничестве терроризму. Этот политик, как показывают опросы общественного мнения, мог опередить по популярности президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. За день до этого Стамбульский университет по запросу Генпрокуратуры аннулировал его диплом о высшем образовании. Это очень важный момент, потому что без диплома он не сможет баллотироваться на высшие должности и, в частности, на пост президента. Потому что по Конституции Турции на эту должность могут выдвигаться только граждане с высшим образованием. Утром 19 марта в доме оппозиционного мэра провели обыски, выдали ордер на его задержание и доставили его в здание суда в сопровождении полиции. Помимо него также выдали ордеры на задержание еще более 100 человек, включая некоторых журналистов и бизнесменов. Считается, что ордер на арест напрямую связан с тендерами стамбульской медиакомпании «Медиа АЭС». У нее запросили документы по 20 компаниям, выигравшим тендеры. Второе расследование касается обвинений в поддержке запрещенной курдской рабочей партии, которую в Турции считают террористической организацией. Через своего адвоката Имамоглу передал, что он в хорошем настроении, призвал турецкий народ не падать духом. Мы пройдем через это испытание и станем только сильнее. Ничто не выше воли и разума народа. Народ всегда сильнее одного человека, сообщил он. Также он сказал, что не боится и будет продолжать борьбу. Мэр подчеркнул, что власти, цитата, пытаются узурпировать волю нации, а в качестве инструментов этого зла пытаются использовать силы безопасности. Давайте посмотрим вообще, что это за политика и почему происходящее сейчас в Турции настолько важно. Экрем Имамоглу стал мэром Стамбула в марте 2019 года. Там тоже все было не очень гладко. Его соперником был ближайший соратник президента Эрдогана Бинали Йылдырым. Это такой политический тяжеловес, один из основателей партии «Справедливости и развития», который прослыл одним из самых преданных соратников Эрдогана. Он 2 года занимал пост премьер-министра, и именно Бинали Йылдырым помогал Реджепу Таипу Эрдогану в 2017 году установить в стране суперпрезидентскую республику. Эта избирательная кампания была на редкость блеклой, он не мог предложить избирателям какие-либо свежие динамичные идеи. И, как шутили в оппозиции, за свою политическую карьеру Бинали Йылдырым не выиграл ни одних выборов, всегда был политическим назначенцем. На тех выборах победил Имамоглу, результаты голосования аннулировали, прошли перевыборы, и тогда уже Экрем Имамоглу опять победил с существенно большим отрывом. Потеря контроля над Стамбулом была слишком крупным поражением для правящей партии «Справедливости и развития». В городе сосредоточены все крупнейшие финансовые потоки. Там работают фирмы близкого окружения президента, партийных функционеров. Конечно же, им хотелось бы видеть в кресле мэра лояльного им человека. Кроме того, пост мэра Стамбула имеет символическое значение. С 1994 по 1998 год мэром был Реджеп Таип Эрдоган, который не раз утверждал, что кто покорит Стамбул, тот покорит всю Турцию. В его случае так и произошло. После того, как Экрем Имамоглу стал мэром, против него стали заводить уголовные дела. Его обвиняли в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции и в декабре 2022 года приговорили к 2 годам 7 месяцам тюрьмы после того, как политик назвал глупостью отмену результатов первых выборов мэра в Стамбуле в 2019 году. В январе этого года прокуратура начала расследование в отношении него по уголовной статье «Оказание воздействия на следствие эксперта или свидетеля, находящегося при исполнении служебных обязанностей». Экрем Имамоглу считается главным соперником президента Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост главы государства. Президентские выборы в стране запланированы на 2028 год, но нельзя исключать, что могут назначить и досрочные выборы. Реджеп Таип Эрдоган ранее заявлял, что вот этот нынешний срок последний, но все чаще стали появляться сообщения о том, что он может поменять свое решение. Так что правящей партии «Справедливости и развития» выгодно постепенное устранение соперников. Прошлые всеобщие выборы в Турции показали, что Реджеп Таип Эрдоган и его партия «Справедливости и развития» находились на волосок от проигрыша. Второй тур выборов и общественные настроения ярко продемонстрировали существующий в обществе раскол. Так что происходящее сейчас в Турции – это такой элемент внутри политической борьбы. Правящие круги стали действовать изобретательнее, аресты стали проводить не прямо перед выборами, чтобы тем самым не спровоцировать массовое недовольство, а сейчас, когда до выборов далеко, а конкуренты ликвидируются сами собой. Давайте выясним, что же общего у Эрдогана и Имамоглу.
Интересно то, что в Турции не раз сравнивали двух политиков и выявили у них много общего. Экрем Имамоглу, как и президент Реджеп Тайип Эрдоган, выходец из довольно религиозной семьи. Вообще его фамилия переводится как «сын имама». Он практикующий мусульманин, соблюдающий пост и посещающий пятничные молитвы. Как-то он признался, что 2 года в молодости посещал курсы по изучению Корана. Это нетипично для представителя оппозиционной Народной республиканской партии. Имамоглу родился в Трабзоне, это Черноморский регион Турции. Там же он провел детство и в подростковом возрасте приехал в Стамбул. Эрдоган родился в Стамбуле, но с года до 13 лет жил в черноморской провинции Риза, а потом уже вернулся в Стамбул. Сразу скажу, что люди с Черноморского побережья Турции известны своими националистическими взглядами. Имамоглу и Эрдогана объединяет еще и то, что в детстве они оба грезили карьерой футболиста, но потом решили уйти в большую политику. Мэр Стамбула во многом напоминает нынешнего лидера Турции. Он блестящий оратор, харизматичный политик, использует религиозные и националистические темы в своей риторике и поддерживает тесный контакт с народом. Даже его арест напоминает путь самого Эрдогана к высшей власти. В апреле 1998 года Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший в тот момент пост мэра Стамбула, был приговорен судом к 10 месяцам тюремного заключения и крупному денежному штрафу. Этот срок он получил за то, что процитировал поэму, написанную пантюркистом. Это квалифицировали как подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти. Имамоглу пришел к власти, пообещав объединить всех жителей Стамбула вне зависимости от их политических и религиозных предпочтений. Это важно, поскольку турецкое общество в настоящий момент разрознено. Он присутствовал на христианских богослужениях, появлялся на публике то с женой, ходящей с непокрытой головой, то с матерью, одетой по исламским канонам. Мэр Стамбула приобрел репутацию важного соперника Эрдогана, который может победить его в случае, если оба политика будут участвовать в выборах президента. Получается, что у Имамоглу есть те же качества, что и у президента, а глава государства ни с кем не хочет делиться этими преимуществами. Существуют разные точки зрения по поводу того, насколько Имамоглу успешен на посту мэра. Кто-то доволен, кто-то нет. Он сталкивается со сложностями, поскольку он градоначальник от оппозиционной партии. Но, например, он установил в Стамбуле, городе с одним из самых высоких уровней инфляции, городские рестораны, которыми управляют муниципалитеты. Это места с очень низкими ценами, туда выстраиваются длинные очереди. Например, обед, состоящий из супа, основного блюда и десерта, можно купить всего за 40 лир. Это в районе 90 рублей или $1 США. Имамоглу занят реализацией социальной политики, помогает студентам, пожилым людям. Еще добавлю, что Турция – страна с населением 85 миллионов человек, причем преимущественно с молодым населением. Страна, привыкшая к частой смене лидеров, партий, структур, постоянно нуждается в новых лицах, но их давно не появлялось. В этой связи Имамоглу ассоциируется с таким глотком свежего воздуха, изменениями. Учитывая то, что турецкое общество становится более открытым, там растет число людей с высшим образованием, такого рода политические фигуры поддерживает все больше местных жителей. На фоне происходящего в Турции турецкая лира пробила исторический минимум. Курс американского доллара к местной валюте подскочил почти на 12%, достигнув отметки в 41,1 лир за доллар. В самом Стамбуле начались акции протеста, несмотря на то, что их запретили проводить. На улице сразу вышли студенты Стамбульского университета, как раз того самого, который аннулировал диплом о высшем образовании мэра. В городе перекрыли многие улицы, станции метро. Большая акция протеста прошла в 7 вечера, были столкновения с полицией. Некоторые граждане по-другому выражали свое недовольство ситуацией, они включали и выключали свет в домах. Ситуацию усугубляет еще и сильное ухудшение экономического положения граждан из-за высокой инфляции в стране. Турецкие власти подчеркивают, что судебная власть осуществляется независимыми и беспристрастными судами. Согласно статье 138 Конституции Турции, суды независимы. Они также призывают не связывать расследования и дела, начатые судом, с главой государства, называя это наглостью и незнанием границ. Еще пару слов хотел бы сказать о скандале с дипломом Экрема Имамоглу. Сам он заявил, цитата, «Если я решу собрать своих однокурсников, то с ними можно будет провести митинг. Но есть один человек, который не сможет найти однокурсника даже для того, чтобы сыграть в нарды». Тут он намекает на другого политика, своего соперника. В оппозиционной партии не раз задавали вопрос, где однокурсники президента, почему о них ничего не известно. В официальной биографии главы государства указано, что он окончил университет Мармара. Это один из старейших и крупнейших университетов Турции, который находится в Стамбуле.
Но при этом в оппозиции отмечают, что все знают друзей президента по району Касым-Паша в Стамбуле, его одноклассников из школы имам Хатипа, это средняя школа с уклоном на религиозное образование. Все знают друзей главы государства по работе в мэрии Стамбула, друзей футболистов, армейских друзей, однопартийцев, но при этом никто не видел его однокурсников. Что касается российских властей, то они всегда выступают в поддержку турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В России обычно опасаются, что в случае прихода нового лидера, особенно из Народной республиканской партии, отношения Анкары и Москвы испортятся, поскольку Турция, как и в прошлом, начнет проводить исключительно проамериканскую и проевропейскую политику. В Анкаре также не раз говорили, что за имам-Оглу могут стоять американцы и европейцы, не поддерживающие внешнеполитический курс президента Эрдогана. В России эту позицию разделяют, считают, что за сохранение тесных отношений с Москвой сейчас выступают только сам президент Турции и его ближайшее окружение, а остальные партии в основном связаны с Западом. В частности, так думают про Народную республиканскую партию, изначально партию Мустафы Кемаля Ататюрка, которую стали считать все более прозападной. Сейчас российские эксперты обратили внимание на активную поддержку Экрема Имамоглу со стороны Евросоюза. В Европейском парламенте выразили обеспокоенность происходящим, заявив, что Турция, цитата, «ускоряет переход к авторитарному режиму. Полный ход к полной диктатуре», написал докладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор. Немецкие власти осудили арест Имамоглу, назвав это серьезным ударом по демократии в Турции. Депутаты и главы муниципалитетов в Турции и Европе стали записывать видео со словами «Мы стоим за Имамоглу, мы стоим за демократию в Турции». В Москве же уверены, что сложившейся ситуацией могут воспользоваться как внешние, так и внутренние силы, и разные стороны будут раскручивать эту ситуацию. Однако есть и два противоречивых момента. С одной стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда умело оборачивает ситуацию в свою пользу и получает политические дивиденды. А с другой, в Турции принято, что тот, кого в какой-то момент угнетают, становится более популярным. Так было с самим Эрдоганом, который из-за произнесенного четверостишья был вынужден уйти с поста мэра и провести 4 месяца в тюрьме. Ему также запретили заниматься политической деятельностью. Но это не помешало ему впоследствии основать партию, победить на выборах и стать вначале премьер-министром, а потом и президентом страны. А как вы думаете, как дальше будет развиваться ситуация в Турции? Кто, на ваш взгляд, может баллотироваться на выборах президента и пройдут ли они, как было запланировано в 2028 году или же раньше срока? Пожалуйста, пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. С вами была Ксения Мельникова. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!